Всем привет, с вами Александр Арефьев, и мы продолжаем с вами путешествовать по новогоднему Бангкоку. Ha Dien. For passengers alighting here, please stand by at the exit. И еще на прошлых видео вы могли заметить, что мне очень понравилась транспортная инфраструктура в Таиланде, развитая именно на реке. То есть вы можете путешествовать по реке, как на каком-нибудь троллейбусе, трамвайчике, автобусе. Это очень здорово. Там есть свои станции, свои билетики. Ты выходишь на нужные тебе станции, в то же время путешествуя по реке, наслаждаясь вот этим вот воздухом речным, который очень довольно приятный и охлаждающий. Сама лодка движется и трясется, и когда ты выходишь, тебе нужно выходить быстро, потому что люди ждут на посадку, и все. Ну, это немножко стрессово, когда ты первый раз садишься, но очень весело, интересно и забавно. Хороший экспириенс. Всем советую поплавать. Я приехал в район старого города. Я уже везу, но не именно в этом месте. Это стены Королевского дворца. Что-то типа нашего Кремля, наверное, можно считать. Только стены белые, не красные. Вход. Что-то я так и не нашел, где тут вход. Не разобрался. Какие-то подземные подходы есть к нему. А вот внешние все вот такие вот двери, они либо закрыты, либо там охрана, и они пишут, что воспользуйтесь, пожалуйста, другим входом. Или они просто уже закрыты. Да, наверное, они просто уже закрыты, я просто поздно приехал. В общем-то, довольно миленькое место такое. Стравки классно. Правда, не прикольно, что рядом дорога. И шум от машин немножко, конечно, смазывает впечатление. Главная задача от поездки в Бангкок я себе поставил развеяться и сделать классные кадры. Но вот в этой части города я, к сожалению, ничего интересного не нашел. Кукуруза 25 поджаренная. Красиво. Все это пространство старого города переполнено туристами. И архитектура отреставрирована, и нет в ней какой-то аутентичности, что ли. Довольно грустно по таким местам ходить и не находить мне, как фотографу, интересных кадров. А это храм Изумрудного Будды. Я хотел туда сходить. Он находится на территории дворца Королевского, и туда не так просто попадешь. Не имея уже какой-то определенной цели, я двигался туда, куда глаза глядят, и двигается толпа. Там, где толпа, там всегда должно быть интересно, подумал я. Толпа была тайская, из тайских туристов. Я просто брел куда-то в парк, брел, потом раз меня тут останавливают, что паспорт, что-то не пойму, что-то полиция, проверка, я думаю, чего хотят от меня, типа, куда идешь? Я такой, туда, типа, чтобы туда пройти, нужно паспорт. Я такой, показываю паспорт, они туристы, я такой, да, окей, иди, давай, гуляй. Вот, захожу сюда, я не знаю, куда попал. Ну, почему-то вот какие-то цветочки дали, паспорт проверили, потом какие-то иммиграционное бюро мой паспорт пробило, мне сделало. Короче, не знаю, что я тут забыл. Тут куча тайцев, и туристов-то в основном нет, в основном одни тайцы. Так, видимо, нужно как-то по кругу ходить и молиться вокруг какой-то изумрудной чаши Будды, которая приехала из Китая. Знак долгосрочных отношений Таиланда с Китаем, что-то такое, как я понял, написано из этой бумажки. Вот. И это вот находится что-то вот там. Так как я уже не единожды пересекал границу Таиланда в этом году и в предыдущем,
Я немножко был в напряжении, когда полицейские мне сказали пройти к иммиграционному бюро и пробить мой паспорт. Но ничего, все со мной хорошо, все проверили и отдали паспорт. И я дальше пошел счастливый по этому парку, выходил, посмотрел, ничего не понял и ушел. Цветочек на выходе нужно было отдать, без цветочка ушел. Думал, что цветочек сувениром останется. Но нет. Ну и, конечно же, как же тайские мероприятия без жрачки? Ну, тут как бы сам Бог велел, знаете ли, помолился и поешь. Никуда без этого. Уже в последующие дни, когда я посмотрел видос Варламова о Бангкоке, я узнал, что в этом старом городе рядом с Королевским дворцом находится очень неприятная улица, на которой скопились бедные элементы, назовем их так, которые могут и помочиться на улице, и предложить там же массажик. Я сначала не понял, что это за такие перформансы, но, посмотрев видос Бурламова, все сошлось. Да, я понял, что за запахи, я понял, что за полотенчики, я понял, что зачем мне махали рукой, для чего. Монумент демократии. Не очень понимаю, почему в Таиланде существует монумент демократии, а не монумент конституционной монархии. Ну да ладно. Видимо, потому что выборы в парламент и на пост премьер-министра проходят демократично. За мое пребывание в Таиланде 1,5 года, по-моему, уже сменилось 3 премьер-министра. Сейчас девушка какая-то довольно молодая является премьер-министром. А на этой улице, как оказалось, тоже из того самого видоса, обитает самая-самая старая путана, если не Таиланда, то точно Бангкока. Я ее тоже не обнаружил, но она там не одна, их там много. То есть дамы, которые уже не пользуются той же популярностью у клиентов, переходят почему-то вот на эту улицу, и их услуги сильно дешевле. Но, честно, я ходил в поисках автобусной остановки вдоль этой улицы довольно много, и по правой стороне, и по левой стороне, и никого там не обнаружил. Если вы слышали эти крики и похлопывания, то они были направлены мне. Оказывается, сюда почему-то нельзя было заходить. Ничего не написано, нигде ничего не сказано, но на меня накричали и были недовольны. Помахали рукой и сказали, что ай-яй-яй, по красивым местам ходишь без разрешения, давай назад вали. А зашел я в какой-то храм. Вообще храмов в Бангкоке довольно-таки очень много, и этот мне показался довольно симпатичным. Вдруг Будда какой-то другой. Наткнулся там на тайца, который пытался себя сфотографировать на фоне молящимся. Вот этот вот мужчина в белой рубашке с черными штанами. Я посидел рядом с ним и решил помочь ему, чтобы он не мучился, не страдал. Говорю, давай тебя сфотографирую, еще и на фронталку. Он снимал, я говорю, давай на нормальную, на переднюю камеру сниму. Беру его телефон, а его передняя камера хуже, чем фронталка. Ничего не получается снять. Он говорит, ладно, спасибо, не надо, я на фронталку справлюсь хорошо. И без твоей помощи. Не знал, что я фотограф. Видимо. Ну, не видимо, а точно. Как он может угадать? По мне не видно, что я фотограф. На лбу не написано, тем более по-тайски. Потом он меня спросил, откуда я. Я сказал, что я из России. Он немножко посидел, поковырялся в своем телефоне и достал довольно интересную, примечательную фотографию с флагом Таиланда на фоне Кремля, российского Кремля. И он сказал, что знает по-русски чуть-чуть. Привет, я люблю тебя. У меня сегодня прям насыщенно просветленный день. Посидел, помедитировал, вокруг чаши походил. День буддизма. 1 января 2025 года. Симпатичный храм. Только я так не понял, что это за храм. Какой-то Будда тоже.
Ват Бонавит Вихарн Рачавара Вирахарн. Помолившись, просветлившись по законам тайским, что нужно сделать? Конечно же, поесть. Нашел какого-то индуса, который это готовит. У них это не называется шаверма, а называется она кебаб. Но что кебаб, что шаверма, плюс-минус одно и то же. То есть лаваш, овощи и жареная курица. Но, как я понял, шаверма, главное это соус. И вот он сейчас кладет какой-то гадкий майонез и гадкий кетчуп. Из-за этого и еще вот какая-то гадкая острая штука. Из-за этого, конечно же, все становится не таким вкусным, как могло бы быть. Готовят они с курицей, чтобы, видимо, те, кто не употребляет свинину, не могли пройти мимо и не съесть эту прекрасную шаверму. На самом деле она нормальная, прикольная, пойдет, съедобная, но очень много он бахнул соуса, у меня потом все руки потекли, негде было ее вытереть, или нашел какое-то место, где можно руки помыть. Съедобно, но соус был невкусный. Вот соус это очень важно. Если будете открывать шаурмечную, знаете, самое главное в шаверме это соус. Что же это за место, по которому я хожу? Это один из самых старых рынков Таиланда, Бангкока в частности. И я ожидал от него, конечно, другого. Опять какие-то очередные кафешки, лавки с едой, с тайской едой. Вообще ничем не удивили. Я такого вам и на Пхукетах найду, в любом месте. Массажные салоны, еда, тату. Массажные салоны, еда, массажные салоны, каннабис, массажные салоны, еда. Короче, очень все примитивно, скучно. Назвать это старым каким-то древним интересным рынком и местом, которое я бы посоветовал, точно не могу. Не идем туда, если не собираемся сходить на какой-нибудь пинг-понг шоу. Что это такое, смотрите не на моем канале. Отмыв руки и разочаровавшись от рынка, я нашел автобус и поехал к себе в отель спать. Я очень устал, много находил шагов, ничего интересного не нашел, каких-то классных кадров в этот день не сделал. Единственное, что только просветлился, намолился на годы вперед. Если вам было интересно посмотреть это видео, подчеркнуть что-то, или вы думаете, что можно было рассказать что-то по-другому, как-то по-другому, где-то что-то оставить, пишите все свои комментарии в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте об этом ролике своим друзьям. Я их снимаю довольно редко, но метко. Поэтому вы еще можете поставить колокольчик, чтобы вам пришли уведомления о том, что что-то вышло новенькое и интересное.